Я вяжу вот такой узор на вязальной машине. Этот узор состоит из 15 петель, то есть раппорт его 15 петель. Узор на самом деле очень простой и легкий. Я вяжу вручную, без ручной декировкой, без ажурной каретки. Вот я нарисовала себе схемку. Я где-то выставлю схему отдельно. Отдельно она будет видео, отдельно под видео я дам ссылку. Начинаем вязать. У меня пряжа вот такая. Это чистая 100% шерсть. Вот. Чистая 100% шерсть. Вот такая. Почему я не говорю, какой метраж ее? Потому что вот ее ярлычок. Вот это все, что мне известно. Заправляем нить. Я вяжу на плотности 3. Все рычаги у меня опущены. Все. Так, что мы делаем? Так как раппорт 15 петель, я свяжу вот 15 на 15 и дам, наверное, еще по 2 круговые петли. Ага. Так, еще вы можете видеть грязь на моей машине. Это не грязь, это специальная разметка под этот узор, чтобы не запутаться. Значит, смотрите, я возьму, наверное, камеру вот в руку. И смотрите. Как бы вам так показать, чтобы поняли. Значит, вот идут эти плюсики, это изнаночные петли. Вот плюсики, вот эти плюсики. Кружочки это у нас накиды. И вот эти шагающие человечки влево, это у нас убавка влево. Переносим нить. Эти шагающие человечки вправо, это у нас убавка вправо, и палочки это лицевая гладь. Так, значит, что у нас здесь? Поставлю, попробую сейчас, чтобы было понятно. Стоять. Я прямо как будто на рояле собираюсь играть. Вот эти плюсики, то, что я вам показывала, значит, вот они, раз. Вот посерединке то, что плюсики, раз. Это один раппорт. И дальше начинается же второй раппорт. И вот здесь эти плюсики, здесь плюсики. Здесь. И вот здесь мы берем еще, делаем, ну, здесь у меня дальше шел тоже раппорт. Это уже для носков. Я позже, наверное, сниму видео, покажу вам, как я вяжу носки. Целиком свяжу целый носок, потому что у меня на самом деле только один. А получилось, и я с вами решила поделиться. Ой, я аж ультразвук включила. Так, меня это все вдохновляет. В общем, сейчас я начну вязать. Вы
Делайте тоже себе такие пометки. Это водный маркер, маркер на водной основе. Есть еще маркеры не на водной, они нам не нужны. Просто испортите машину. Я бы не стала, ну, если вы вяжете на пластиковой машине, я бы не стала ее потом протирать спиртом. На металлической, наверное, ничего и не будет, но там тоже могут быть где-то пластмассовые детали, куда-то попадет, не дай бог. В общем, это маркер на водной основе. И есть еще маркер, не маркер, я хочу сказать про косметические карандаши. Или подводка для глаз на водной основе, тоже хорошо подойдет. Косметические карандаши, ну такое, они все-таки на жирной основе. Все, что можно легко смыть, вот водичкой легонечко, там, ватной палочкой или ватным диском, вот оно все это подходит. Так, я вроде бы все это сказала, подготовительный этап окончен. Ну что же, давайте начнем вязать. У меня выставлены 15 на 15 игл плюс по 2 кромочные. Я сделаю набор обвитием, это мой любимый набор. Заправляем нить в каретку. И я провязываю первый ряд. Теперь я навешиваю грузы. И теперь я провяжу еще, ну, я знаю, 5 рядов. Ну вот я провязала 6 рядов. И вот это будет ряд, в котором я начну уже переставлять петли. Значит, чтобы сделать наш рисунок, действуем так. Один ряд, вот у нас получается центр раппорта. Вот он. Это бока. Это граница раппорта и центр раппорта. И вот к этому центру от боков начинаем перемещаться каждый второй ряд. Что я сейчас сделаю? Вот, справа переставляем к центру. Так, я возьму другой декер. В этом раппорте, в следующем раппорте то же самое. От края слева к центру, от края справа к центру. Вот, первый ряд готов. Теперь провязываем второй. И за ним провязываем третий. И в этом ряду тоже переставляем петли согласно рисунку. Теперь от края мы отсчитываем, мы начинаем не с первой петли, а со второй. И переставляем к центру. И точно так же.
Переставляем к центру. И на другом раппорте вот, переставляем к центру. Я, конечно, все закрываю рукой. Но очень надеюсь, что вы все-таки успеваете уловить, что я делаю. Еще я обещаю купить штатив, который будет стоять на полу и снимать непосредственно вот так вот, ровно петли. Потому что сейчас у меня маленький штативчик, он стоит рядом на столике и снимает все, что я показываю. Я подозреваю, что видно плоховато. Я прошу прощения, обещаю исправиться. Так, а теперь я хочу понять, все ли я сделала. Здесь я переставила, здесь я переставила, здесь я переставила, здесь я переставила. Прекрасно. Провязываем теперь 4-й ряд и 5-й ряд. Теперь берем 3-ю иглу, от 3-й иглы к центру. На одну буквально. Так. 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 И 6-й ряд не забываем. Провязали. Вот, собственно, это весь рисунок. Мы его повторяем столько, сколько нужно. Возьму-ка я носочек, чтобы сравнить. Я вязала от резинки. Что у нас получается? Ой, все получается. Какая красота. Так, теперь я провяжу еще 4, может 5 раз. И тогда мы приступим уже к оформлению этого рисунка, потому что же нам надо будет спустить и поднять петли, чтобы его закончить, и чтобы получилась такая вот красота. Вот я провязала еще 4 повтора этого рисунка. Теперь займемся его оформлением. Для этого снимаем все груди. Снимаем все грузы. И опять-таки помним про нашу разметку. Она у нас не просто так. Вот эти иглы, которые попадают в разметку. Вот середина раппорта. Вот края раппорта. И вот они. И вот здесь края раппорта. Так. Где? Вот. И вот. Теперь нам нужно с этих игл спустить петли. Ну что, откуда начнем? Начнем пока с одной начнем. Тянем, 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 спустили, спустили, спустили. Можно не до конца спускать. Нам здесь это сейчас не принципиально, но вам вообще нужно спускать до того момента, докуда у вас идет рисунок. Как поднимать петли, я думаю, вы знаете. Но на всякий случай
подниму несколько протяжек с вами. Я это делаю, конечно, медленно пока. Ну, вот так вот поднимаем, по одной захватываем, поднимаем, поднимаем. И не спускаем. Поднимаем до самого верха. Вот я добралась до верха. Надела петлю на иглу. Здесь в середине этого раппорта я делаю то же самое. И эту манипуляцию нужно проделать с каждым раппортом, который у вас есть. Для носков, например, этого раппорта нужно 4. Дальше. Возвращаемся к этому раппорту. Значит, между ними тоже, между этими раппортами тоже нужно спустить петли. Здесь нужно 2 спускать, но 2 лучше сразу не спускать, потому что там можно запутаться в накидах. Спускаем по одному. Давай, 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 давай. Не бойтесь, что они спускаются. Здесь довольно просто разобраться. Давай еще спустись. Так. Нацелим камеру. Не знаю, что вам тут видно. Мне кажется, у меня даже слишком освещено все. Ничего особо не меняется. Выключу лампу. Вообще без лампы попробую это все показать вам. Значит, смотрите, вот эти дырочки, наверное, они вас, мне так кажется, они вас будут сначала смущать. Ну, тут смотрите уже своими глазками внимательно, как они вот у вас с правой стороны идут. Вот какая протяжка идет первая, вот эту и цепляйте. Я думаю, конечно, ничего страшного, если вы там немножечко что-то перепутаете. Но я люблю порядок. Вот, получается, моя первая тут протяжка. Где она? Где она, чтобы вы ее увидели? Я-то ее вижу. Вот она. Так. Вот она. Вот. Нет. Вру вам. Вру и не краснею. Вот она. В общем, первая, которая идет, вот ее и цепляете. И дальше уже легче. Потому что вы все сделали правильно. Так, тут тоже внимательно смотрим. Вот она, вот она, вот она, вот она. Вот, цепляем ее. Раз. И опять вот эта дырочка. И какая тут? Где? Вот. Вот. Вот они тут скрутились вместе. Но вот это идет первее. Вот ее и надо цеплять.
И дальше уже никаких вопросов не возникает. Вот, добрались до верха. Зацепили. Отлично. Теперь рядом. Здесь та же самая история. Я уверена, что это только вот первые вот эти подъемы будут вам казаться сложными. Потом вы уже поймете, и оно будет получаться автоматом. Опять поднимаю. Покажу на этой стороне тоже. Здесь, по-моему, вот прям видно. Вот прям ее видно. Вот она. Вот она, милая, торчит. Вот она. Давайте-ка провяжем это все дело. Я специально не включаю никакую перемотку, чтобы вы видели, что я делаю. Так, глядя на экран, я не вижу, что я делаю. Вижу только глядя на полотно. Вот она, видите? Вот. Оп. Ну. Так. Вот, зацепили. И так нужно сделать между остальными рапортами. И на краях, конечно же. Вот, видите, как у нас красиво? Видите? Как красиво получается. Вот. Вот этот узор. Надеюсь, вам было все понятно, наглядно. И в следующем видео мы свяжем уже полноценный носок, как я вам показывала. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео с носком. До скорых встреч!